Агентство YG запретило Лизе участвовать на Парижской неделе моды, заявил генеральный директор Bulgari. Во вторник, 5 октября, генеральный директор бренда Bulgari предупредил через свой профиль в Instagram, что их посол Лиза, участница кей-поп-группы Blackpink, не будет участвовать в важном для люксового бренда мероприятии из-за ограничений со стороны ее агентства YG Entertainment по причине ковида. Она могла бы встретиться и поучаствовать в фотосессии с такими звездами, как Зендея Мари, Лили Олдридж и Виктория Черетти. Поклонники утверждают, что ковид здесь всего лишь предлог, чтобы ограничить и запретить ей становиться более известным и влиятельным медийным личностью, указывая на то, что другие три участницы – Джису, Дженни и Розе – участвовали в мероприятиях во время Парижской недели моды, сопроводив фотографиями на Инстаграме. Все девушки могли посещать мероприятия брендов, которые являются их послами, кроме одной. Розе присутствовала 28 числа сентября на выставке Ива Сен-Лорана, который проходил перед Эйфелевой башней. So we're now here at the Saint Laurent show. It was really nice having you over to get ready with me, and thank you so much. Джису поблагодарила семью Dior во время Парижской недели моды. И, наконец, Дженни привлекла к себе внимание, когда она пришла на мероприятие Chanel в Париже, в тот же день, во вторник, 5 октября, когда сообщество узнало, что Лизе запретили посещать Bulgari в Милане. Et à la fin, on a même parlé à Jennie du groupe Blackpink. Qu'avez-vous pensé du défilé? C'est un des défilés les plus dynamiques que j'ai vécu. C'était dingue. Вероятно, по этой причине поклонники Blink заволновались от разного рода хейтов в сторону Дженни, особенно со стороны тайванских СМИ, в частности Thai Inquirer новостного агентства, которое использовало хэштег с именем Дженни при размещении новостей на своем твиттере. Фанатам это очень не понравилось, и стали защищать Дженни из-за прошлого опыта, случившегося с ней, распространяя хэштег #ApologizToJennie и Stop Using Jenny. Неубедительное оправдание по поводу ковид. Лиза вакцинирована против ковид. Сама Айдол подтвердила это во время поддержки своего сольного дебюта. Также из отрывка во время прямой трансляции подтверждает, что она защищена 2 дозами от коронавируса. 맞았어요. 2차 때쯤 와봤어요. Поэтому их оправдание по поводу ковида многим кажется неубедительным. Поклонники Лизы, называющие себя Лили С, уверяют, несправедливое обращение с Лизой происходит из-за ее некорейского происхождения, обвиняя компанию в расизме и ксенофобии. И ждут официального объяснения случившемуся от генерального директора YG Entertainment Хван Бокён, которая заняла должность 20 июня 2019 года после сильнейшего скандала внутри компании. В знак протеста, Blinks подняли такие хэштеги, как YG Let Lisa, Do Her Work, что-то вроде YG, пусть Лиза делает свою работу, и Justice for Lisa, прося справедливость для Лизы. Хэштег YG Let Lisa Do Her Work за 24 часа превысило 4,5 миллиона твитов. Но, похоже, YG Entertainment решили не уделить этому столь должного внимания, иначе как объяснить столь глубокого молчания. Но все этим не закончилось. В тот же день, 5 октября, на время была убрана плейлист Лизы из Spotify. Что более вероятно указывает на то, что у YG действительно хотят контролировать и ограничить шаги своего айдола Лизы. Во время этих ситуаций акции компании YG Entertainment резко упали.
Из-за всей ситуации начали припоминать и другие выходки YG в отношении Лизы. Так говорится, что и до этого многие бренды жаловались на наложенную ограничения на Лизу. Так, ей не разрешили присутствовать на дебютном показе Celine Hedi Slimane, на самом ожидаемом показе моды 2018 года, где она встретилась бы с Леди Гагой и Карлом Лагерфельдом, которого уже нет в живых. Оказывается, таких ситуаций было множество, и доходило до того, что многим брендам приходилось всегда жаловаться на рабочую этику компании. Некоторые отметили, что Инстаграм Лизы является единственным из Blackpink участниц, оставшейся без подписки со стороны YG. Также критике не раз подвергалась за продвижение сольного дебюта Лизы из-за предоставления минимума промоушенов. Are you going to have more promotions in Korea or internationally? I'm not sure with that. Well, I don't know. It's changed every time. Тем временем, когда фанаты ждут официального объяснения случившегося, дебютный сольный альбом Лизы бьет рекорды. 10 сентября она дебютировала своим первым сингл-альбомом «Лалиса». Сольный трек «Лалиса» из дебютного альбома заняла 6-е место в списке 10 лучших музыкальных дебютов YouTube за все время, набрав 73,6 миллиона просмотров за первые 24 часа. Становясь единственным сольным исполнителем K-pop, чей клип попал в топ-10. Вторым треком Money она стала самым быстрым K-pop исполнителем, перешедшим отметку в 100 миллионов стримов на Spotify. В данный момент популярность песни только удваивается, достигнув 54-го места в официальном чарте синглов Великобритании, она не собирается остановиться. Сейчас занимает 2-е место в сольной женской поп-музыке в чартах Великобритании. 1-е место занимает песня «Роза on the Ground», которая вышла на 43-е место в начале этого года. Стоит отметить, что оба являются единственными солистами K-pop, которые входят в десятку лучших в мировом чарте Spotify. Лиса теперь становится первым и единственным K-pop солисткой, которая несколько раз попала в топ-10 как в чартах Billboard Global 200, так и в Global 200 Excl в США, присоединившись к BTS и Blackpink, единственным K-pop артистам в истории, которые смогли это сделать. Сам альбом Лалисы смогла стать самым продаваемым альбомом из женских солисток поп в истории Гаан и Хантео. В недавнем времени диджей Snake смог воплотить свою мечту, выпустив долгожданный сингл-коллаборацию с Лалисой, где она пела в новом для себя стиле, латиноамериканском. Многие похвалили голос и танец Лизы и вознесли песню как новый теки-теки. Fire, bro! Однако, сама Лиза не смогла попасть в Америку и встретиться с ними, чтобы закончить работу с клипом, поэтому к спасению пришел зеленый экран. Блинкс сильно иронизировали по этому поводу, что Блинкс теперь официально является частью сообщества зеленого экрана и что Блинкс больше не могут твитнуть. Blackpink уважают сообщество зеленого экрана, но они никогда не являются его частью. Как бы это нормально и странно сейчас не звучало бы, другие девушки все же смогли прилететь в Лос-Анджелес.